Ахой, комрады, доброго вам времени суток, это Муромец, и сейчас мы поговорим о сериале «Мы все мертвы». После недавнего просмотра помойной научно-фантастической фэнтези «Море спокойствия» я решил не останавливаться и посмотреть еще один корейский сериал от того же Netflix. Прошу оценить мое мужество, добровольно жертвую собой, точнее своей психикой. И вы знаете, на этот раз мне даже понравилось. Корейцы в очередной раз решили попробовать себя в зомби-фильмах. Надо сказать, первый их фильм «Поезд в Пусан» был довольно неплох, в отличие от второго. Ну и да, не забываем подписываться и кнопочки жать, YouTube это любит. Еще я буду немного спойлерить сюжет, поэтому предупреждаю всех чувствительных к этому натур. А возвращаемся к сериалу. На этот раз это оказалось подростковое кино про школьников, попавших в центр замеса. В принципе, если бы японцы умели снимать фильмы по своему аниме, то это выглядело бы так. Этому ощущению способствовало то, что дети пытаются принимать взрослые решения и не совсем традиционные зомби, некоторые из которых очень сильно напоминали токийских гулей. Но обо всем по порядку. Первое, что привлекло мое внимание, это качественная картинка. Очень добротно снято. В первой же сцене нас кружили над крышей, на которой происходил буллинг ребенка бандой местных школьных отморозков. В итоге с летальным исходом. Ну и появлением первого зомби. Поначалу выглядит все это очень забавно. Дети затравили сверстника до такой степени, что тот умер и превратился в зомби. Но на самом деле авторы подвели неплохое основание под появление зомби-вируса. Не раскрывая всего, скажу, что там есть сумасшедший ученый, который всему виной. Надо сказать, что тема буллинга в школе будет одной из центральных во всем первом сезоне сериала. Не случайно и то, что каждый персонаж в итоге получал по заслугам за все зло, которое сотворил, иногда прям в зеркальном виде. А зомби нам представлено в двух вариантах. Первый классический, безмозглые животные, бегающие за всем, что привлекает их внимание. Второй разумные и сверхъестественно сильные. Они еще и почти неубиваемые из-за волшебной регенерации. Честно говоря, в паре сцен они еще и законы физики нарушают. В общем, токийские гули. Очень похоже. Ну и само обращение людей в зомби уж больно анимешное. Человек начинает странно изгибаться со звуками, будто кости ломаются. Причем это все очень быстро происходит. В остальном никакой магии больше нет. На этом спасибо. Помимо детей показывают действия и военных, и политиков. По сути, заражение локализовано одним городом, и есть угроза распространения дальше. Я думаю, во втором сезоне так случится. Несмотря на это, основная сюжетная линия крутится вокруг школьников, которых, кроме вездесущих зомби, преследует один из тех отморозков из начальной сцены. Он таки стал тем гулем, и вследствие отсутствия мозга изначально так и не приобрел его после смерти. Гонялся за бедными детьми, чтобы отомстить за потерянный глаз. При этом его постоянно сбрасывали с высоты. То выкинут в окно, то сбросят с крыши, то еще откуда-то упадет. Этот бедолага даже обратился после того, как его с книжного шкафа столкнули в толпу зомби. Ну просто сказочный, да... Ну вы поняли. В фильме было место и неадекватным поступкам, вроде злонамеренного заражения своего сверстника из-за ненависти к его социальному положению. Ну типа, там парень из бедной семьи учился на пособиях, и таких как он травили за это. Но одна девочка его постоянно цепляла, и когда ее заставили перед ним извиниться, она его заразила в отместку, по сути хладнокровно убив. Тупо понизила свои шансы на выживание. Плюс там много неадекватных родителей, которые поступали жутко иррационально. Странные военные, жизненная кредо которых держать зрителя в изумлении. Ну и не надо забывать про любовные многоугольники. Ни одна дорама без этого не может. Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думает, что любит тебя. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя! Еще на стену повешено ружье, которое так в течение сезона и не выстрелило. Главную героиню вроде как в самом начале укусили, а вирус в ней вообще никак не проявился.
Зомби ее кусать особо не хотели, и даже лабораторная мышь, с которой все началось, лишь ползала у нее по ноге, не атакуя. Кстати, ожидал, что нам эту мышь показывают у нее в ногах не просто так. Но пока это никак не сыграло. Возможно, это знаменитое ружье Бондарчука, которое никогда и не выстрелит. Кто знает. Можете написать в комментариях, что об этом думаете. В целом, карикатурная игра актеров смотрится неплохо в заданном сеттинге, напоминающем аниме. Даже редкие магические явления не вызывают отторжения. Опять же, приятная картинка, комичная изобретательность героев, ну и мысль, которая в фильме хоть и лежит на поверхности, но отрадно, что она есть. Те же ходячие мертвецы смыслом похвастать уже не могут. За годы показа этой Санта-Барбары я вообще потерял какую бы то ни было нить повествования. Так и не посмотрел все сезоны этого уныния. В общем, фильм смотреть интересно, анимешникам так вообще зайдет на ура, мне так кажется. Не стесняемся комментировать ролик на ютубе, мне интересно ваше мнение. Жмем кнопочки в обязательном порядке, чтобы задобрить богов Гугла по имени Алгоритмы. Всем добра, всем пока, увидимся на полях сражений.